Привет, физкультурники! Ну что, сегодня мы продолжаем тему функционального тренинга и мы продолжаем видео про приседания. Те, кто не видел, обязательно посмотрите прошлое видео. Оно было про начало, как мы начинаем приседать. Там были первых два уровня. Первый уровень это было, мы учились приседать на коробку, бокс-сквот. И второе это были приседания с весом собственного тела, air squat. Окей, сегодня мы продолжаем эту тему, то есть мы переходим уже на приседания с весами. Это будут у нас дамбели или штанга. То есть не или, а и штанга. То есть с баром. Итак, друзья, все, кто на этом канале в первый раз, и даже если не в первый, но еще не подписаны, обязательно поставьте лайк, подписку. Вам не сложно, мне приятно, а YouTube будет полезно для продвижения моих видео дальше. Ну что, народ, не будем затягивать резину, погнали! Итак, друзья, что же мы делаем, по крайней мере, как я делаю, да, как мой вариант перехода от приседаний с весом собственного тела к приседаниям с какими-либо весами. Может быть, у вас есть какие-то другие интересные переходы, и вы делаете это по-другому. Обязательно напишите это в комментариях, будет интересно почитать и подискутировать на эту тему. Но я делаю это следующим образом. Первое, прежде чем мы начинаем приседать там, с двумя дамбелами, да, на плечах или с мотом на спине, извиняюсь, или с баром на спине, я вначале всегда даю людям какое-то время поприседать с гирей или с тем же дамбелем, но одним в гоблет сквот. Гоблет сквот у нас выглядит следующим образом. Мы берем гирю, ставим ее на грудь, окей, и делаем все тоже приседания, как и раньше, только держим гирю на груди, не надо держать ее на руках, не надо держать ее на весу, мы просто держим ее на груди и приседаем с ней. Итак, почему я даю именно это упражнение? Ну, во-первых, потому что мы хотим добавить какой-то вес. С гирей это делать удобно и классно. Есть много разных весов, начиная там от 4 килограмм и до бесконечности. Второе, мне нравится в этом то, что так как я больше тренируюсь все-таки кроссфитом, и у нас больше тяжелая атлетика, нам нужно учиться приседать с ровной спиной, с плечами вверх. Мы не приседаем в технике пауэрлифтинга, потому что когда техника пауэрлифтинга идет, она больше идет в том, что мы штангу кладем очень низко на спине, да, мы не держим ее на лопатках, как в вейтлифтинге наверху, мы держим ее внизу. И мы, приседая, уходим больше тазом назад и сгибаем, больше опускаем плечи вниз для того, чтобы сделать приседание. В вейтлифтинге у нас этого нету. Нам нужно в вейтлифтинге и в кроссфите нам нужно приседать с плечами вверх, спина ровная, и мы уходим в сквот. Теперь, поэтому я и даю делать именно гоблет сквот. Почему? Потому что, держа вес на груди, друзья, вам захочется, хочешь не хочешь, он вас будет тянуть вперед, чтобы вы нагнулись. Здесь что происходит? Происходит то, что, во-первых, вы должны ему сопротивляться и стараться выпрямляться и держать ее ровно. Вы укрепляете вашу спину, чтобы не падать вниз, а именно держать ее ровно. В этом плане очень хорошо работает низ спины и все, что с этим связано, для того, чтобы держать спину ровно. То есть вы стараетесь, вы не даете продавить вас гири вперед и утянуть за собой. Вы ее удерживаете, при этом тренируетесь уже изначально в этом упражнении именно держать плечи вверх и спину ровную, а не уходить вперед. Поэтому я как переходной вариант предпочитаю давать именно гоблет сквот. Теперь, когда человек потренировался какое-то время с гоблет сквотом, там, скажем, я вижу, что у него техника уже улучшается, техника хорошая. Он достаточно быстро прогрессирует в весах и достаточно быстро и хорошо учится. Мы переходим на следующий уровень. Следующий уровень у нас это приседания с дамбелами. Смотрим. Итак, друзья, дамбели, приседания с ними. И в чем минус, можно сказать, приседаний и с ними по отношению к бару? Это в том, что когда мы держим их в разных руках, всегда есть какой-то разновес, да, вам надо больше учитывать именно присед в том смысле, как равновесие. Они могут тянуть вас вперед, вправо, влево, руками неудобно их держать.
Да, есть несколько позиций, как можно их держать, но мы же не хотим делать все в одной позиции, мы же хотим постоянно что-то менять для того, чтобы прогрессировать, для того, чтобы наши мышцы, наши стабилизаторы работали всегда в разных чуть-чуть пропорциях, в разных углах, для того, чтобы они укреплялись лучше. Но по большому счету, вот лично мне с ними я очень мало приседаний делаю именно вот с дамбелями, только если у меня в каком-то метку не что-то прописано, если нет, я очень мало делаю, надо на самом деле делать больше, да. Но так как я не очень их в этом плане люблю, вот из-за того, что они вечно выбивают вас из удобной позиции и удобном сквоте, как это привычно делать с тем же баром, да. Итак, что у нас есть с дамбелями, друзья? Мы их берем, есть позиция, одна из позиций удержания, это мы держим их, то есть мы держим их на плечах, вот у нас половина лежит на плечах, руки держим вверх, удерживаем их впереди. Это даже больше как фронт-сквот такой. То есть мы держим их на плечах ровно, удерживаем и делаем приседания. Удерживаем. Это как первый вариант. Второй вариант, мы можем поднять их и сделать это больше как уже бэк-сквот, поднять их на плечи, удерживать их ровно. В этой позиции просто чуть легче удерживать равновесие с ними. И в общем-то это делается то же самое. Вниз. Присели, встали. Но, как я говорю, с ними очень неудобно делать, и я их поэтому не очень люблю. Поехали дальше. Итак, друзья, едем дальше. Следующее упражнение, которое я хочу показать, это бэк-сквот. То есть мы переходим уже на работу с баром на плечах. Итак, погнали смотреть, как все это выглядит. Обычно мы выходим, когда мы делаем это упражнение, мы заходим под нее, выходим назад, но так как я хочу вам показать и быть к вам лицом, так сказать, я буду делать с другой стороны. Итак, друзья, как все это выглядит? Первое, как мы заходим под штангу. Под штангу вначале мы заходим всегда обеими ногами. Окей, мы никогда не поднимаем штангу, становясь в сплите. Окей, значит, мы зашли под штангу. Так как мы, напоминаю, все-таки больше как тяжелоатлеты делаем, то есть мы ложим штангу на трапецию, мы не опускаем штангу вниз. Штанга в высокой позиции. Положили. Руки не расставляем широко, сводим как можно ближе к телу, локти поднимаем вверх. Заходим обеими ногами и из этой позиции встаем ровно. Встали, сделали шаг. Вышли. Не надо начинать гулять, ноги начинают гулять, что-то далеко уходить не надо, друзья. Шаг сделали, встали. То есть позиция бэк-сквот вся та же самая, как все сквоты, как мы делали до этого. Ноги на том же расстоянии, носки на те же градусы, разводятся в стороны, все то же самое. Единственное, что штангу мы держим, не опускаем локти, держим их вверх, все время поднимаем. Окей, таким образом мы прижимаем еще больше штангу к телу. И из этой позиции мы опускаемся, как в любой другой сквот, вниз, опустились, встали, выпрямились. Окей. И давайте я попробую показать вам сбоку, чтобы было еще так же видно. То есть мы встали, опустились, выпрямились. Все. Единственное, в чем разница со всеми остальными сквотами, друзья, это только то, что у нас вес лежит на плечах сзади. Теперь, и это уже такой, знаете, более продвинутый уровень. Мы начинаем работать со штангой на плечах, мы можем уже грузить больше веса. Когда мы делаем, кстати, когда мы делаем присед, мы стараемся все время удерживать, как и в любом приседе, в общем-то, на полной стопе. Вес должен идти посередине нашего тела, не падать ни вперед, ни назад. Стараться удерживать всегда ровно, то есть потому что веса, особенно когда они начинают, друзья, расти вверх, если чуть-чуть вперед, тут же давит, мы падаем. Чуть-чуть назад, она улетает, вы не удержите. Особенно если веса уже большие, вы не удержите штангу. Поэтому всегда следим за равновесием и правильной постановке ног. Правильно вся ступня стоит на полу. Вот. И что еще хотел добавить насчет фронт-сквот, мы будем изучать в следующий раз. Насчет бэк-сквот. И не бойтесь штанги, не бойтесь весов. Если вы все правильно сделали, потихоньку наращивали веса, поработали с гиркой в гоблет-сквот, поработали с дамбелями на плечах, вы уже привыкли чуть-чуть к весам. И, как я сказал раньше, с дамбелями самими работать менее удобно. Работа со штангой на плечах, она более удобная, чем с дамбелями.
Поэтому не бойтесь, залазьте под нее, делайте, потихоньку наращивайте веса. И, как говорится, будет счастье у вас в жизни и сильные ноги. Итак, друзья, на этом мы будем с вами заканчивать. Сегодня мы изучили следующие два уровня. Это приседания с дамбелами и приседания в бэк-сквот. Окей. И следующее это будет фронт-сквот и оверхед-сквот. Так что, друзья, не пропадайте. Как всегда, лайки, колокольчики, подписки, чтобы не пропустить видео. Чтобы и вам было приятно, что вы их получаете уведомления. И мне было приятно и хорошо, что мои видео видят еще много людей. И что YouTube их продвигает. Увидимся в следующем видео, народ. Да пребудет с вами сила. Пока.